Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои уважаемые любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что случится в ближайшие дни? Может быть, со дня на день буквально. К какому повороту событий быть готовым? Могут нас сопровождать неожиданности за счет конфигурации планетарных транзитов. Я могу предположить, что скорее эта история отчасти может быть связана с чем-то уже хорошо знакомым, но может быть дополнительная информация или какие-то обстоятельства дела, неожиданный звонок, неожиданное общение. Или когда тайну какую-то узнаете. Вот давайте мы с вами узнаем. Конечно, наш расклад общий, и у каждого своя судьба, безусловно. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Вначале мы сделаем свою сигнификацию, кто вы, как карты видят вашу историю и что уже случилось, да? Или что происходит прямо сейчас. Итак, кто вы? А вы можете себя узнать по этой карте. Ого, выпадает аркан император. У кого-то из вас может быть такой император дома, почему нет, да? Как генерал на параде командует, кому куда идти, кому что делать. Да, и как-то нужно договариваться с этим человеком, но мы все разные. Ну, старший аркан все-таки чаще это карта власти, карта структуры, карта порядка, какой-то системы иерархии. И может быть для кого-то из вас другая ситуация, когда, неважно, у кого-то по работе, у кого-то с личной жизнью. Хочется стабилизировать, чтобы это было и в согласии с законом, или действительно какая-то тема, которую вам нужно как-то с законом либо увязать, либо получить какую-то важную бумагу, документ. Может быть, у вас период жизни таков, когда вы сами хотите осуществить какую-то свою задумку, цель, и для этого вам необходимо узнать, что предусмотрено законом или какими-то положениями, как бы ваши рамки для маневра, да, что вы можете, а что вы не можете. Вот кто-то может конкретно этим заниматься. Тут как будто по закону было прежде отказано. Или, может быть, это сложный человек, который тоже от чего-то отказался. Может быть, и отношения. Мы получили какое-то разочарование. Вот на сегодняшний момент есть, может быть, с вашей стороны элемент недоверия, например, потому что это всегда по этой карте мы, ну, как получили какой-то очередной опыт. Но именно, может быть, даже связанный с человеком. Но тогда этот человек нам для опыта как будто, но не для счастья. Для кого-то будет так, а для кого-то из вас ситуация. И, может быть, это какая-то неожиданная такая конфигурация, когда раньше вы какое-то конкретное дело, согласование не могли совершить, а вот сейчас как будто к этому вроде бы и есть предпосылки, но как будто нужно зайти в другие врата. С другой стороны, подойти к вопросу, изучить этот вопрос. Тут больше могут быть, хотя я не исключаю, что у кого-то и личная жизнь, но все-таки пентаклевая карта, она будет больше говорить о том, что мы как немножко корректируем нашу конфигурацию, может быть, где-то и планы, и, в принципе, пытаемся из того, что мы имеем на данный момент, ну, как вырулить. Вырулить на обгон, может быть, или словно выстроить что-то новое, такое толковое, конкретное, не эфемерное, на уровне обещаний или каких-то пространных суждений, может быть, так. Вот вам что-то хочется знать наверняка, причем по тому вопросу, который, возможно, прежде вы как получили какой-то фиаско. Для кого-то из вас тройка пентаклей – это сейчас как для вас период. Происходит такого восстановления. Может быть, вы на некоторые вопросы смотрите уже отстраненно. Вот эти эмоции, они уже вас, скорее всего, оставили. Я часто говорю по этой карте именно пятерка кубков. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это слова Клаудио Пинейро. Великолепные слова, лучше не скажешь. И правда, есть и чашки, которые нам уже побитые, сломанные, надо выбросить. И, может быть, даже тема-то, она вам интересна, да? Или взаимоотношения-то тоже интересные. Но даже я допускаю, что здесь есть какое-то продолжение, и, может быть, кому-то надо помириться. Или каким-то образом продолжается контакт с конкретным человеком. Есть же в нашей жизни люди, которых мы не можем исключить. Родственники, коллеги, соседи или какие-то люди,
которые, ну, может быть, с которыми у вас еще не решены все вопросы. Поэтому тут явно есть смысл что-то продолжить. По крайней мере, нет пока четкой какой-то позиции или четкого понимания, есть только вот эти эмоции, потому что как прежде оно не получилось. И нам говорят: "А ты попробуй, как зайди с другого подхода, тонкого какого-то подхода, попробуй еще раз". Мы, можем по тройке пентаклей искать единомышленников, как свою команду или конкретных людей, знающих, ну, может быть, как эксперты, у кого чего касается вопрос. У кого-то, может быть, специалиста нужно узкого, да, узкой направленности найти. Тот, который понимает, и ваше дело, и как тут правильно, ну, помогает вам с чем-то разобраться. Причем это сделать основательно. А может быть, это когда мы и сами где-то тоже готовы корректировать планы. И вот посмотрите, праздник после победы. Тут как будто, правда, есть какая-то история, которую вы хотели бы продолжить взамен вот этих разочарований, как будто попробовать, ну, может быть, и войти в реку дважды, хоть и говорят нельзя, а мы не пойдем тем же макаром или тем же образом, как мы ходили раньше. А тут какая-то, ну, другая, да, тропинка, может быть. Ну, может быть, мы и найдем, словно, знаете, тот путь по мелководью, который нам поможет переправиться на другой берег, в конечном итоге оставить потом что-то позади или решить какой-то вопрос. Вообще, я бы сказала, пока рано выносить суждения, а попробовать все-таки стоит. Это точно, потому что по этой карте не только победа, но и праздник после победы. Может и не получится, а попробовать стоит всегда. Так, что у вас еще происходит прямо сейчас? Башня. Ну, башня это всегда трансформация. И, кстати, очень интересно, правда, для многих из вас это правда могут быть какие-то документы или какие-то полученные, может быть, бумаги, как ответы из вышестоящих организаций или официальных лиц какие-то ответы. И почему стоит попробовать? Потому что начальство поменялось. Или вам какая-то персона, официальное лицо, давала прежде ответ, да? А теперь люди поменялись, которые давали прежде ответы, или законы поменялись. Ведь башня– это опять же структура, мои дорогие, это какой-то порядок. Вот тот порядок, который был, вот он сейчас меняется. И может быть именно благодаря этому у вас и получится какой-то вопрос в той или иной мере, по крайней мере, осуществить. Я бы сказала, трансформация, тут что-то трансформируется. И если вы же к чему-то приступили или продумываете, а может быть есть смысл попробовать, наверное, есть смысл. И при этом не ставить перед собой каких-то четких рамок, да, быть готовым самому что-то корректировать или пройти, знаете, вот как я часто говорю, ну, может быть, это так соответствует моей работе, да, идти надо по ситуации. То есть не надо говорить, вот будет вот именно так. Есть у нас профессии такие, поверьте, когда ты что-то запланировал, в любой момент все пошло наперекосяк, и ты вынужден исходить из того, что есть в данный момент. Вот кого-то жизнь, может быть, и натренировала, кто смотрит, правда. Ну, а другим, видимо, стоит поучиться, потому что мы тогда не теряем возможности. Мы понимаем, что вот есть я и есть моя задумка. Вот я пока вот разные варианты не испробую, я не узнаю, это может быть осуществлено или нет. Поэтому гибче быть надо, быть готовым к неожиданностям, в принципе, потому что сейчас идет какая-то трансформация. И это может касаться ситуации, которая вокруг вас. Кто его знает, может быть, именно какая-то внешняя именно трансформация, смена законов, подзаконные акты. У кого-то, опять же, первый аркан– император. Или когда конкретный человек, у него в жизни происходит трансформация, и он может быть более лоялен, более настроен на то, чтобы рассматривать альтернативные варианты. В конечном итоге две четверки вы можете стабилизировать какую-то ситуацию. По крайней мере, в той или иной степени она вам может быть полезна. Вот интересно, ну, давайте, у кого-то это вопрос будет касаться денег. Значит, тут я не исключаю, мы что-то изучаем по этой карте. Кто-то будет изучать, как это касается работы или дополнительных, как бы, методов, да, вашей работы, дополнительных источников дохода.
и что-то у вас может получаться. Но тогда надо быть готовым к тому, что, опять же, какая-то структура меняется. Может быть, быстро вам придется перестроиться, и вы потом себе скажете спасибо. Вот, видимо, перестраиваться, себя корректировать придется. Но вот насколько совпадает, какая-то непростая ситуация. Будем говорить, тут явно было разочарование, что-то вам хорошо знакомо. У кого-то либо со сложным человеком, либо сложный вопрос, который раньше явно не был решен. А теперь как вот есть какой-то альтернативный вариант. Что же будет дальше? К какому повороту событий быть готовым? Ух ты! По части дома, по части согласований, по части какого-то вашего благополучия. Тут что-то может развиваться очень неплохо. Кто-то откликнется, это точно. Откликнется либо инстанция, либо официальное лицо, либо вас выслушает, либо конкретный человек. Что будет дальше? Ух ты, так и по деньгам тут тоже что-то вырисовывается. Может быть, это и ваш проект. Где-то карта девятка пентаклей говорит: экономь деньги, тебе деньги могут понадобиться. Может быть, для решения конкретного вопроса вам придется что-то оплачивать. Я такое тоже допускаю. Или это будет действительно связано с работой. И какие-то вот дополнительные методы дохода. Но тут мы остаемся довольными по этой карте. Более того, все же, почему нужно где-то к деньгам быть аккуратным, внимательным? Денежная карта и девятка по нумерологии преддверие перемен. Что-то будет меняться, нам снова повторяют. Какие-то перемены ожидают. Будь готов к тому, что все на 100% в том контексте, как ты себе это представляешь, не пойдет. Вот, может быть, карта нам немножко и проясняет. Тебе придется что-то отказываться от чего-то, а что-то продолжать. Потому что, ну, внутренне где-то понимает, что если мы словно в одни и те же двери стучались 1000 раз, и мы не преодолели, да, мы постоянно как упираемся в какую-то стену. Ну, зачем эту стену пробивать в надежде, что откроется дверь? Ее там нет, может, этой двери, да, все двери закрыты, буквально стена. Это карта окончания и, опять же, трансформации. Вот в том сыром виде, вот мы спросили, что дальше. Так вот, в том сыром виде ваша ситуация, она не может быть продолжена. То есть какая-то часть, она будет завершена. Но какая-то новая конфигурация, трансформация, она, похоже, будет. Поэтому быть гибче совершенно необходимо. Кто знает, тут я могу допустить все-таки расклад общий. Вы очень хотели что-то осуществить, да? А не получается, да, и все равно, вот, видимо, какой-то путь вам надо пройти. И даже если мы все разные, кто-то получает вердикт, что ну нет, вот этого не может быть, то тогда, с учетом, что будет дальше, ваша ситуация, возможно, будет именно той, когда вы скажете нет и не надо. Хорошо, что пространство мне закрыло какие-то двери. Вот я это тоже допускаю. Что будет дальше? И, к примеру, кто-то из вас, ну, как будто все равно вам, вы понимаете, вот вам сужден какой-то успех решения вашего вопроса. Иногда это, правда, ситуация по части жилья, четверка жезлов, или каких-то, может быть, взаимоотношений, которые касаются пары, семьи. Все таки мы четверку жезлов не только как дом, а еще иногда и домочадцы. И вот десятка кубков нам ведь тоже вторит, правда? А с учетом аркана колесницы, это у кого-то может быть либо поездка, либо переезд, какая-то очень важная встреча, или когда вы словно, может быть, и из-за финансов останетесь или остановитесь словно вот на этом выборе, и будете выбирать туда или сюда, вот буквально как нам прорисовано в карте. Но это карта динамики. У вас все равно какая-то история будет развиваться, может быть, частично от чего-то вы откажетесь, а альтернативный вариант — это и будет вот то пороговое значение, по которому мы отправимся дальше, будем что-то продолжать. Но карта успеха, поэтому в чем то как будто будет успех. И это будет какой-то как продолжение. Тройка жезлов — это карта будущего. Будущее на пороге. Тут есть, конечно, с учетом двух старших арканов, что сейчас, с одной стороны, судьба вам помогает, но будьте готовы к тому, что так как высшие силы, да, или что, вот есть такая фраза: "У Бога все готово".
Или планы Господа всегда лучше наших. Ну вот мы можем предполагать, но какие-то детали мы, конечно, не знаем. Поэтому если что-то идет наперекосяк, ну, вам придется что-то переигрывать и не упустить какую-то возможность, потому что здесь какое-то на будущее очень важное продолжение для вас следует. Но у кого-то напрямую может быть связано с переездом. Переезд по разным причинам. У кого-то финансовая ситуация, рабочая ситуация, релокация офиса, или вы сами надумали переезд, правда, такое может быть, или какая-то очень важная встреча должна состояться. Вам как будто нужно решиться тоже будет на что-то. Вот что будет дальше. И вот эти два старших аркана, они увязывают развитие вашей истории с какими-то внешними обстоятельствами. Может быть, и с законом, может быть, и решением конкретных людей, может быть, с тем даже, что вам придется переделывать какие-то бумаги, документы, что-то пересматривать, потому что прежняя, как вот эта башня, да, система, она не работает, тут уже что-то успело поменяться. Или человек, может быть, поменялся. Но тут, если мы будем настаивать, мы ведь не можем, вот как эти две карты старших арканов, переломить. Или мы тут сколько ты ни настаивай, результаты не получишь. А вот когда мы понимаем, что да, какой-то период завершается, и тут же на смену приходит какая-то новая возможность. Я надеюсь, все понимают, что это не про смерть, это карта именно трансформация. Хотя я могу допустить, что у кого-то это будет связано. Меня смотрят люди из разных стран, и именно те страны, где сейчас идет война, или, может быть, как-то очень неспокойно. Но вот принять какую-то данность. Ну, значит, столкнулись мы с такими обстоятельствами. Может быть, долгое время мы и находились, словно по этой пятерке кубков, в депрессии, в какой-то хандре, разочарованиях. Спрашивали у себя, ну почему так сложилось? Или почему в отношении меня какой-то закон не сработал? Почему у меня все вот так? А тут надо по-другому задать вопрос. Для чего, мои дорогие? И вот нам карты показывают. У тебя прогресса, как будто все то, что ты пережил, но это по судьбе. И вот эта трансформация, если бы ты ее не прошел или не пройдешь, то вот нету и успеха, нет и выбора, нет какого-то новой концепции жизни, мои дорогие. Ладно, так а что же случится? Давайте будем узнавать. Что случится в ближайшие дни, со дня на день? Ну или в ближайшее время, потому что сроки могут растягиваться, конечно. С чем вы столкнетесь, к чему быть готовым, что случится, праздник будет. Но какие-то добрые вести уже у вас будут. Что случится? Но вы знаете, вы каким-то самокопанием можете тут заниматься. По восьмерке мечей это карта искаженного восприятия. Может быть, и не стоит доверяться первой услышанной информации, а в то же время тут ведь может быть и такой момент, когда один человек вам скажет «нет», а вы с другого захода, да, как я уже говорила, с другой двери войдете или посмотрите на проблему как-то иначе и увидите, что да нет, это может быть личное, персональное видение данного вопроса или ситуации, или ваше собственное. Вы во что-то уже можете не верить. Нам словно нужно снять для начала повязку с глаз, потому что девушка смотрит вглубь себя. Вот у вас есть какая-то тема, которую вы тысячу раз, если не миллион, уже проанализировали, что случится. Чтобы праздник состоялся, тут приходится себя менять. И вот посмотрите, вот то, что было, нам снова говорит вверху 13-й аркан. Я сказала трансформация. Вас уже нет в прошлом. Что-то уже завершилось. Не строй какую-то палитру будущего на основе той ситуации, которая у тебя была когда-то. Пусть это у кого-то отношения, пусть это у кого-то дела такие важные, документальные, работа или ваш какой-то прогресс по личному бизнесу, творчеству. Тут самое главное, знаете, вот если жизнь нас опускает на колени, суметь подниматься, потому что по тройке мечей нас уже нет в прошлом. Вот карта нам об этом говорит. Но она лишь говорит о том, что остается опыт. И теперь этот опыт нам будет как-то помогать. Так а что же случится? Вот не застрять, понимаете, не упустить какой-то момент. По четверке кубков приносят человеку кубок, и вот этот пажик как будто стоит удивленно, почему же не смотрит человек даже его сторону. Он ему принес полный кубок.
А вот это как раз пятерка, да, кубков, разочарование. Не дает возможность нам даже, ну как, в другую сторону посмотреть, увидеть новые горизонты. Вот праздник возможен именно тогда, когда вы где-то не настаиваете на своем. Это будет означать, что какую-то информацию, которая вполне вероятно скоро, стремительно даже, придет на ваш порог, вы как-то правильно должны оценить. И тогда у вас победа. Неожиданно. Через альтернативный метод, через новых людей, через новые договоренности, даже если ситуация вам знакома, даже если она из прошлого. Вы еще как будто не до конца какой-то пазл сложили или пасьянс, может быть, жизни своей не разложили до конца, поэтому рано выносить вердикты. Да, что-то перестроить, изменить, может быть, и придется. Так а что же еще раз давайте узнаем, что случится, чего ждать. Хотя нам сказали победа. Но что, какие еще пути дорожки нам придется пройти? Вот смотрите, тут будет явно какой-то, может быть, и советчик, лицо, который может отчасти, это может быть то угодно, не обязательно король это мужчина, может быть и женщина. Это карта харизматичного лидера, это те, которые нам говорят, как нам действовать, или могут нас на что-то вдохновить, но действовать придется самим. Что еще случится, чего ждать? Может быть, вы станете вот перед таким выбором десятка пентаклей, правда, итоговая карта, когда мы все-таки можем иметь какие-то варианты, решить вопросы по части жилья, решить вопросы, емкая карта, и по части личной жизни, или, может быть, по части финансов. Хорошо, что дальше? Что дальше, чего ждать? Кто-то из вас буквально получит деньги, я уже где-то об этом говорила. Вот так, видимо, разворачиваются события. Вы получите какую-то сумму денег, мои дорогие, и помните, это, ну, так, вам не важно, в каком это эквиваленте, но вам как будто нужно эти деньги придержать. Ну, может быть, заначку из этих денег создать. Или у кого-то отношения начинают складываться, тогда нужно молчать и никому не рассказывать. Вас молчание бережет. Как только вы кому-то рассказали, будут либо завистники, либо рассказали, например, или кто видит, что, ну, может быть, и иногда это даже наши домочадцы, а вопрос касается вот именно вашего какого-то дела, творчества или приобретения, то, что задумали вы. И видя, допустим, глядя на то, что у вас получается, вот как финансы как будто приходят, да, может быть, некоторые имеют уже планы на ваши финансы, как ни странно. Вот пятерка пентаклей, такая мелкая карта ноза-ноза. Выстраивай правильно взаимоотношения и не допускай какой-то бреши финансовой. А предыдущая как раз про деньги. Вам понадобятся деньги буквально на осуществление какого-то дела, решение вопроса, может быть, проплаты. Для кого-то обучение, у кого-то дорога. Поездка, переезд или пусть согласование, когда вы должны, ну, тоже за какие-то документы мы должны, как пошлины, да, оплата какая-то быть. Поэтому, да, тут нельзя прошляпить по части финансов чего-то. Ладно, так что же случится, чего ждать? Ну, вот именно тогда. Тут как будто нужно посмотреть на самого себя, ну, немножко как с глазами свободного арбитра или независимого какого-то человека, как с третьей стороны, да. Тут нельзя воспринимать слишком все личностно, тут иначе мы рискуем именно подзастрять, посмотрите. Но вы тогда, вот известие какое-то, оно уже спешит на ваш порог. Вы скоро совсем узнаете какую-то правду. Но, может быть, эта правда заставляет вас именно что-то видоизменить или подойти вот с этим новым подходом. А если мы начнем упорствовать, будет так, а не иначе, к примеру, да? Вот как я задумал или задумала, а по-другому я не хочу. Ага, тут тогда на волю случая отдали все свои возможности. А тут именно через вот эту трансформацию, через вот эту пятерку пентаклей, когда у вас и деньги должны быть, ну, наверное, будьте где-то и хитрее, и мудрее, потому что договариваться придется, а может быть и буквально оплачивать, как я говорила. Но для вас это как завершение какого-то, в любом случае, больного вопроса, болезненной ситуации, карта возрождения. Что ждет?
Наверное, выбор жизненный, он на этом не заканчивается. Как только решится какая-то тема, или, по крайней мере, я допускаю, что у кого-то, как я уже говорила, это даже если мы в чем то получаем отказ, то мы словно отряхнулись от прошлого, освободились. И перед вами тут же опять какие-то соблазны, опять же сложный выбор. Может быть и так, да. Иногда по этой семерке кубков идет много возможностей. Но тогда и мы словно прокрастинируем, топчемся на месте, мы не знаем, что выбрать, глаза разбежались. Вот пусть будет где-то когда именно от возможности разбежались глаза, но нужно все-таки выбрать что-то одно. И этот выбор не должен быть затянутым на энное количество времени. Хочется спросить, неожиданный поворот событий. Так вот к чему это все идет? Здесь по тузу пентаклей, правда, какая-то, как новое направление, может быть, заработки. У кого-то из вас конкретная помощь, может быть, да, со стороны другого лица или получение важной бумаги, документа. Здесь сама по себе карта шанса, и это очень важно в завершении того, что я говорила, потому что это как начало-начал. Солнышко как будто восходит, мои дорогие. Мы не можем упустить вот эту возможность, но и карта говорит, тебе придется где-то за этим ухаживать. И это все то, что я только что сказала. Неожиданный поворот событий. Вам придется пересмотреть свою занятость. Кому-то вам, может быть, если вам сейчас сложно, да, сказать, как это я там вот, допустим, финансы, да, какая заначка? Мне так сложно жить, я по-честному живу. Есть, нет, нет. Но вам придется все равно параллели эти проводить, потому что вы так или иначе, тем или иным путем придете к выводу, что вам, ну, где-то вот эта открытость ваша, она вам мешает. Вас буквально могут использовать. Ну, это вот такой неожиданный поворот событий. Может быть, это вы теперь даже или в какой-то последующий период времени поймете, что вы кому-то помогали, а не следовало. Или вы в чем-то потеряли время именно потому, что были заняты какими-то иными вопросами. Может быть, какие-то вопросы по части рутины, даже приятной рутины или, ну, каких-то ежедневных забот, которыми тоже нравится, может быть, даже заниматься, или согласованиями. Вы поставили на первый план, а тут что-то другое. На первом плане вот нужно именно как вот что-то одно, вот как этот пентакль, начало-начал. Это есть самое ценное. К какому повороту событий быть готовым? Вы тут что-то пересмотрите. Нам снова про молчание, кстати. Королева жезлов, ну, может быть, это на сегодняшний день ваша сигнификация. Ведь по этой карте люди идут, которых, знаете, жизнь без конца какие-то уроки преподносит. И вроде бы и люди деятельные, и люди много сил прикладывают. Но вот, наверное, как доходя до какой-то стены, они в эту стену упираются и понимают, что не то не туда шла или не то направление взял, не то, даже если это с конкретными персонажами как-то взаимосвязано, не на тех людей рассчитывал. Или доверился, может быть и так. Вот, видимо, учат где-то пространство понимать, что мы должны в первую очередь доверять сами себе. Правильная работа с информацией и, кстати, правильное распределение денег. И сильная сторона королевы жезлов, она быстро умеет проанализировать то, что она слышит, достичь какой-то такой, знаете, ясности, потому что через информацию ей люди доверяют, ей несут много информации, поэтому будьте готовы, что слушать придется, да, но слушать это не значит для вас участвовать. Вот к такому повороту событий нужно быть готовым. Может быть, тут жизнь где-то учит, но услышали. Это не значит, что вы, буквально засучив рукава, что-то переделываете. Вам придется себя останавливать. Как будто в этом будет железная необходимость. Иначе вы рискуете повторить какое-то дежавю. Поэтому и по финансам, так, кстати, тоже какая-то заначка тут предусмотрена. Какой еще неожиданный поворот событий. Вот, видимо, шанс, информация, если мы говорим, или возможность. И следом еще одна. Какой-то информационный поток, как минимум, может быть, 3 новости, или в 3 инстанциях, или пусть это касается как бы 3 положений. Есть и люди, есть и конкретное дело, занятие. Может быть, это у кого-то и, ну, такое тоже может быть. И на работе что-то меняется, и в личной жизни что-то меняется, может, и в доме что-то меняется. Но по тузу жезлов
Это что-то, как, знаете, квинтэссенция, какой-то высокий аккорд, который нам дает возможность поставить точку. Потому что туз жезлов — это, как знаете, разграничительная демаркационная линия. Линия между прошлым и будущим. Но и информация тоже. От вас потребуются какие-то действия. Будьте к ним готовы. Неожиданный поворот событий, правда? Карта Солнца на период до и после. Не хочется доставать еще одну карту, а тут как бы у нас пустое место. Оставлю так, мои дорогие. Лучше мы с вами достанем карту Совет. Карта Солнца — это ясности карта. Что-то у вас прояснится. Или вы проясните сами. Какой-то ребус, головоломка, однозначно. Конечно, от ваших приложенных правильно усилий, каких-то контактов, может быть, и согласований. Или когда вы ищете вот именно, где же там правда, да, находится, вы тоже это найдете. Есть, с одной стороны, такое значение, как карта эго. Мы хотим вот именно так, как мы хотим, и никак не по-другому. Но все-таки карта нас призывает быть внимательным, потому что где-то начать с того, с чего начался наш расклад. Вот вернуться, может быть, к прошлому. Вот все то, что я сказала по первому ряду, мои дорогие, для вас это имеет значение на месяцев 6-8. Есть, правда, какая-то задача, которую вам предстоит решить. Именно потому, что для вас это имеет какое-то основополагающее значение, и это касается вашего нового качества жизни. Вот теперь давайте достанем карту совет. Какой совет нам дадут карты Таро? А, Хитрый совет. Карта жрица. Отчасти хранить молчание, мы с вами уже об этом говорили, да? По аркану жрицы слушайте свою интуицию. И информация может быть различной. Вот вам как будто молчание вам будет, правда, помогать. У вас будут те периоды, когда вам нужно в чем-то не участвовать, в очередной раз повторяюсь. Для вас сейчас очень важно вашу независимость именно сохранять, ваше видение. И если с вами кто-то спорит, это не значит, что мы участвуем в этой словесной дуэли. Наоборот, как в тень уходим, никому ничего не доказываем. Почему? Сохраняем себя и свою независимость. И постоянно что-то анализируем. И молчание вам буквально помогает. И если это как какой-то главенствующий совет. Чем меньше о вас знают, я уже об этом говорила, тем лучше вы спите. Тем больше у вас удачи, тем больше у вас побед. Вот такие какие-то конфигурации, может быть, ближайшего времени, ближайшего будущего. И если мы спросили, к какому повороту событий, тут и внешние изменения происходят, переменные, но и какая-то история меняет вас. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за ваши душевные комментарии. Переходите на мой телеграм-канал. Я попыталась соединить контент, весь мой контент с разных каналов YouTube и с моего сайта именно на канале Telegram. И, может быть, кому-то это будет более удобно. Все в одном месте. Переходите, подписывайтесь, я вам буду искренне рада. А я вас люблю, мои дорогие. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.